Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видео с канала Полезное ТВ, а в этом видео я хочу показать вам свой вечный капельный полив, который сделал своими руками из подручных средств, которые совершенно недорого стоят. Сделать его может каждый и потом навсегда забыть о том, что нужно покупать капельные ленты, будут с ними какие-то проблемы. Все будет супер, друзья! Кому информация с данного видео будет полезна, обязательно поставьте лайк, мне будет очень приятно. И также в комментариях, пожалуйста, напишите, каким капельным поливом сейчас пользуетесь вы и как, устраивает вас он или нет. Думаю, после просмотра этого видео вы точно себе такое сделаете. Сразу хочу сказать по поводу теплицы. У меня теплица 8-метровая, посмотрите, вот, 8 метров, здесь 2 трубы. Здесь еще одна грядка, здесь грядка покороче, она вот 7-метровая у меня. И вот третья грядка тоже 8-метровая. Что же я использовал для этого капельного полива? В первую очередь, давайте же подойдем поближе. Сейчас он у меня пока отключен. И еще один момент, что я хотел вам сказать сразу. Чем преимущественно такой капельный полив, что я вообще забыл такое, что поливать растения с этим поливом. Этот полив сам поливает в определенное время, причем без моего участия. Мне нужно только следить за тем, чтобы была наполнена бочка. Поэтому бочку я поставил себе 800-литровую. И вам тоже посоветую сразу ставить под такой полив, если у вас большая теплица, бочку побольше. И еще что хочу сказать, такой капельный полив подойдет не только для теплиц, но и для улицы. Его тоже можно использовать. Но уровень почвы на вашем огороде должен быть ровный. Так как если будет, например, идти вот эта часть, как мне идет в конец, в горку от источника воды, от самой бочки, вот она у меня стоит, то тогда, соответственно, здесь будет полив осуществляться намного сильнее, там будет полив осуществляться меньше. Так что даже если вы планируете грядки, то задняя часть вашей теплицы, где заканчивается капельный полив, должна быть буквально сантиметра 2 ниже, чем вот эта часть, тогда будет полив равномерный. Иначе, если здесь будет ниже, то эта часть будет сильнее поливаться, а до самого конца будет меньше доходить. Неравномерный полив, неравномерный урожай и выращивание вашей рассады. Как видите, у меня все растет здесь равномерно. Все, вроде бы все рассказал вам, вопросов не должно быть. Ну а если будут, то, конечно же, пишите их в комментариях. В первую очередь нам потребуется металлопластиковая труба. Диаметр ее 16, самая мелкая. В чем ее преимущество металлопластиковой трубы? Она как пластилин, можно ее гнуть как захотите, изгибать, видите, вот здесь она изогнута, и подгонять под свою площадь. Металлопластиковая труба не подвержена солнечным лучам, она не будет разрушаться и прослужит вам очень долгие годы. На ваш век точно этого капельного полива хватит, потому я и могу назвать его реально вечным. Также потребуются различные сгонки. Количество их вы сможете высчитать сами, потому что вы знаете, сколько у вас грядок. На концы мы ставим углы, а по центру, если у вас будет проходить, как у меня, вот такие тройники. Также я вот здесь ставил кран. Для тех, кто уже понял, для чего этот кран нужен, напишите, пожалуйста, в комментариях. Хочу узнать, много ли у меня подписчиков, знающих, для чего нужен один кран, разделяющий вот эти все грядки. Затем, собственно, потребуется бочка. Вот я ее вынес за теплицу, потому что она большая, 800-литровая. Здесь она стоит на упорах, на трубах. Трубы 1,20 м высотой. Вот она поднята не очень так уже и высоко. Чем выше вы ее поднимете, тем сильнее напор будет. Но даже метра уже будет достаточно для такого веса. Трубу я запустил здесь через пленку и поставил вот такой аппарат. И так как я к нему добрался, конечно же, о нем и поговорим. Этот аппарат я заказывал на AliExpress. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Переходите и посмотрите. Стоит он не очень дорого, но очень функционален. Он идет, в отличие от зеленой автоматики, которая тоже продается в Китае на AliExpress. Ссылочку на нее тоже оставлю. Я в прошлом году покупал себе зеленую, такую, которую вы видите у себя на экране. Это отличается тем, что она годится под самотек. Здесь шаровый механизм, который при помощи специального электрического привода закрывает и открывает отверстие, через которое идет вода. А вот тот зеленый, он только под давление. Если вы его поставите под самотек, то струя будет очень тонкая и поливаться у вас будет очень долго ваши грядки. И в чем еще преимущество? Здесь с таким капельным поливом идет, как видите, русифицированная наклейка. Вы ее сверху клеите, и все у вас будет хорошо. Здесь вставляются две мини-пальчиковые батарейки. Их на сезон хватит с головой, если покупать качественные. Здесь есть индикатор. Когда мы будем переключать, я вам дальше продемонстрирую другое положение, то он будет загораться. Что еще здесь хорошего? Вот такое стекло, которое защищает от пыли насекомых. И здесь резиновая прокладка. Вот как можете видеть, у меня выставлен под мою теплицу оптимальный вариант полива. Это один раз в 12 часов запускается капельный полив. И продолжительность капельного полива
полчаса. Этого достаточно для грядок. Затем, собственно, как же он работает? В трубах нужно сделать отверстие. Я делал при помощи шуруповерта и сверлышка двоечки, 2 мм диаметр его. И как можем видеть, возле каждого куста, прямо напротив кустика, как раз труба проходит в районе 2 см, либо же 3 см. Этого достаточно. Вот сделано отверстие. Сейчас у меня полив не работает, я его запущу вам и все покажу. И вот таким образом здесь все грядки у меня уже размечены. Соответственно, в следующие года я буду также высаживать, теперь у меня ориентиры будут, напротив этих отверстий, которые я сделал сверху, свою рассаду. Лучшее расстояние между всеми растениями, которые можно выращивать в теплице, это перец, томаты, огурцы, будет составлять 40 сантиметров. Теперь, почему же отверстия сделаны вверху, а не снизу? Казалось бы, вниз они там себе капают и все нормально. Вверху они сделаны потому, что вода самотеком наполняет сначала всю трубу, выдавливая через эти отверстия воздух, а потом только начинаются появляться капли. И если у вас теплица размером приблизительно такого же, как у меня, и такая же бочка, просто будет здесь выдавливаться вода, не будет струи. А в конце трубы у меня установлены заглушки. Вот смотрите, конец трубы просто заглушенный обычной латунной заглушкой. Теперь, собственно, продемонстрирую и покажу вам, как работает такой капельный полив. Просто беру, сбиваю настройки и включаю на включено. Слушаем. Открылся шаровый механизм и пошла вода. Сейчас это будет отлично видно из каждого отверстия. Давайте переключаемся сюда и сейчас подождем, пока вода подойдет именно к этой грядке. Вот как мы видим, пошла капелька. Еле-еле покапывая, как обычный нормальный капельный полив, который не уплескивает почву, струей не выбивает никаких отверстий в почве. Это лучший вариант. И еще в заключение скажу, что по времени такой капельный полив у меня заняло сделать около пару часов. Это нужно было трубу выровнять, потому что она скручена в рулон. Я ее все здесь выровнял, разложил по всем грядкам. И, собственно, верхушки отмечал маркером с помощью рулетки 40 сантиметров. И на этих отметинах просверливал. Сделать сможет реально каждый. И еще, конечно, то, что волнует всех больше всего, сколько же такой капельный полив будет стоить. Я проживаю в Украине, и мне приблизительно такой полив на всю мою большую теплицу. И вот я приблизительно на это все дело потратил 800 гривен. Чтобы просчитать сумму в рублях, просто умножьте на 2,5 и получите стоимость приблизительно в рублях. Но все еще зависит от того, по какой цене у вас эти материалы. А имеется в виду сами сгонки, трубы и, собственно, сам вот этот прибор. Так что, друзья, это доступно всем. Затраты вы такие сделаете один раз и на всю жизнь, насколько хватит вашей теплицы или у вас желания заниматься огородом. Можете теперь забыть про все остальные капельные поливы. Этот лучше всех. Если информация с данного видео была вам полезна, обязательно поставьте лайк, не забудьте поделиться этим видео в соцсетях с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я вам желаю удачного дня, до встречи в новых видео, пока!